Смотрите, какой у меня проектор есть. TD97 Pro. Очень неплохой проектор с неплохой яркостью, правда, со своими достаточно интересными особенностями. И эти интересные особенности немножечко в кавычках, потому что сделали проектор неплохим и кое-что кое-где забыли доделать. Поэтому есть вот моменты, на которые хотелось бы обратить внимание производителей. Надеюсь, они меня, возможно, услышат. Хотя проектор TD97 Pro с автокоррекцией, с автофокусом, с автовыравниванием, все это еще и с яркостью там больше 8000 люмен на канале Технозон. Поехали! Из того, что у него есть, я могу сказать, что я не часто вижу проекторы с LAN RJ45. Они декларируют, у нас здесь есть 2 USB, 2 HDMI, LAN RJ45, выход, вернее, вход аудио-видео и выход для 3.5 наушников. Все вроде бы хорошо. Не знаю, для чего здесь LAN RJ45, с учетом того, что здесь неплохой Wi-Fi. Хотя померить его очень-очень трудно, потому что вы не можете установить из Play Market никакие приложения. Знаете почему? Потому что Play Market нет. И нет Google Play сервисов для того, чтобы нормально это все работало. И декларация о том, что здесь Android, она, честно говоря, лишняя. В таких проекторах я считаю, что Android нужен только лишь для того, чтобы реализовать автофокус, автокейстоун и тому подобные вещи. Сбоку у нас есть вот такие вот выходы на охлаждение, вернее, это вход, да, вот это вход, это выход. Здесь у нас есть фильтрующий элемент, который может меняться. И спереди у нас есть просто-напросто линза наша любимая и камера автофокуса. Сверху панелька управления. Неплох проектор по дизайну, это матовый пластик. У нас есть самый обыкновенный пульт управления пластиковый, также с ручной регулировкой фокуса, электронный фокус и даже с каким-то базовым режимом мышки. Есть у нас в комплекте еще, вы не поверите, HDMI кабель, есть у нас вот такой вот аудио-видео кабель и есть обыкновенный кабель питания. Все, больше ничего в комплекте у нас тоже не было, поэтому мы не обращаем внимания на саму по себе комплектацию. Комплектация базовая. Крышечка, кстати, резиновая. Но что у нас заявляет производитель? И перед тем, как мы это посмотрим, я вас прошу подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот обзоры. Это поможет нам развивать наш канал, приобретать более дорогие девайсы со временем и, конечно же, делать для вас вот такие вот прикольные обзорчики, которые мы делаем. Так что подписываемся, нажимаем колокольчик, а еще ссылочка на проверенного продавца лежит в описании под видео. Итак, мы на фирменном сайте продажи, где мы покупали, скажем так, Tandil Official Store. Они сразу делают такой себе акцент на то, что это 4К видео, Portable Projector, Wi-Fi 6, Android Home Theater. Это они, конечно, любят писать. Это Full HD проектор, чистый Full HD, с возможностью декодинга через внутренний плеер 4К роликов. Но при этом почему-то он с внешнего HDMI, я это покажу, не воспринимал у нас 4К сигнал. Есть как есть. Стоит он $294 на момент съемки этого видео. Актуальную цену можете узнать в описании под видео. И цена у нас в долларах, потому что мы не ориентированы на российский рынок. Мы ориентированы на международный рынок ЕС и США. Дальше у нас мы видим, так, давайте сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, 4К Ultra HD, это декодинг, 8200 люмен, до 200 дюймов. Потом Zoom Out, это значит уменьшение цифровое до 50%, автофокус, Keystone, Bluetooth, Hi-Fi спикер опять приврали любители, хотя здесь есть режим Bluetooth колоночки. За это, кстати, огромное спасибо, хотя и качество воспроизведения, такое себе. 9-е Android ядро, по крайней мере, поддерживает AC3, это 5.1 звук, но тут опять тот же момент. Я вам это все покажу в самом обзоре. Вот мы сейчас будем даже с вами по ходу обсуждать. Регулировка картинки. Базово проектор немного откалиброван. Немного, я имею в виду, что я бы с некоторыми параметрами поигрался. Но при использовании нативного плеера вы можете калибровать только яркость и контраст. Цвета не можете. При использовании, допустим, VLC для вывода 5.1 звука вы не можете калибровать изображение. При этом при использовании внутреннего плеера есть
есть включение режима HDR, что говорит не о том, что здесь есть HDR, а о том, что он просто-напросто хорошо работает HDR to SDR, конвертация. А вот с внешнего же, с внешнего носителя, вернее, с внешнего устройства по типу ТВ-бокса, по типу игровой консоли, здесь уже обрабатывает само устройство, и там с цветами все интереснее, но при этом калибровать там можно. Все, кроме яркости. Как-то перемудрили. Но если у вас есть устройство, которое позволяет вообще работать с картинкой, например, по типу югусов, там можно и контраст, и яркость на самом югусе все калибровать, и вы можете это калибровать под любой проектор. Тут как бы вообще не вопрос. И здесь вот, знаете, вот все вроде бы классно сделано, но нивелирует все вот эта память 1/8. Честно говоря, мне это бесит, когда 1/8 ставят в более-менее нормальные проекторы с нормальной яркостью. При том, что у этого проектора настолько минимальный эффект линзирования по углам, что, ну, я, честно вам скажу, я бы остановился для себя основным для просмотра YouTube и какого-нибудь IPTV, и каких-нибудь стриминговых сервисов по типу Megogo, которые там выше 1080p не дают. То есть я вот, честно вам скажу, мне понравилось. Цвета прикольные, базовые цвета прикольные, линзирование минимальное, ну, с яркостью, контрастом в базовом плеере нормально работает. Конечно, немножко перегнули с вот этими путаницей в настройках, но это такое уже дело. Дальше у нас 3D-функция. Вот они показывают, как авто работает. Полностью автоматический фокус, полностью автоматический кейстоун, полностью автоматическое выравнивание по горизонтали. И знаете, что они еще тут нам рассказывают? Ну, конечно, процессор. Процессор тут веселейший, знаете почему? Потому что в YouTube декодируют AVC1 без VP9. Не понимаю почему, либо реализация такая, либо еще чего-то. Ну и все. Зачем они сравнивают 9 Android с 6? Вот этого не понимаю. Автофокусы, 6D, инновационный Keystone. Ну, лучшее изображение, я вам скажу, да, они правы, 118 дюймов. Я делал где-то 100-дюймовый экран на расстоянии там 2,5 метров. То есть мы отставляли 2,5. У меня большой профессиональный экран, и вот на нем мы это все дело тестировали. Очень прикольно. По громкости он действительно тихий по охлаждению. К охлаждению вопросов не было. Я периодически заходил в меню, смотрел 41-45 градусов. С этим все хорошо. По колонкам очень-очень слабые. Нет высокие захлебываются, низких нет практически. Средние более-менее нормальные. Вот насчет мемса. Они говорят, что здесь есть мемс, но я здесь мемса не вижу. Для меня картинка является стандартной 60-герцовой. Что они вот заявляются про мемс, я вот не нашел. Хотя они заявились про мемс. Мемса я не нашел. Вот серьезно, мемс это уплавнялка. Уплавнялки в данном проекторе я не увидел. Есть как есть. Говорю просто-напросто правду. Тут вы должны понимать. Ну и в принципе, что... Все, будем переходить тестировать и потом уже делать выводы. Так, откладываем наш ноутбук, берем наш проектор, подключаем и переходим на тесты. Ждем выводы. Я уже видел и показывал вам проекторы с таким интерфейсом. Довольно неплохо, особенно вот этот вот выбор HDMI, который позволяет делать предпросмотр, что у нас на HDMI ресурсах есть. Мы видим сейчас там подключен Xbox как внешнее устройство. Это в принципе прикольно. Также у нас здесь внизу есть панель избранного, и сразу хочется отметить, что у нас есть регулировка фокуса электронная. Вот, пожалуйста. И есть автоматическая. То есть, если я, ну здесь не только фокус, а еще автокейстон, если я только чуть-чуть его переместил, вот буквально чуть-чуть, оп, у нас включается таблица настройки фокуса. Смотрите, раз и два. И все, у нас и фокус, и автокейстоун, все настроилось. При этом могу по первым впечатлениям, потому что на таблицах посмотрим, могу сказать, что линзирование по углам достаточно маленькое. То есть оно настолько минимально, что не доставляет никакого дискомфорта. Но все-таки называть это Android проектором у меня язык не поворачивается. Несмотря на то, что тут есть какое-то подобие браузера, есть Max Hub Share. Тут в принципе такая себе штука, через которую можно подключиться для кастинга, допустим, с вашего смартфона.
Есть якобы Netflix, YouTube, но все это упирается в 1 гигабайт оперативной памяти и 8 хранилища. При этом у вас здесь нет Play Market, нет Google сервисов, и то, что вы можете добавить из того, что у вас есть установленного, это там, ну, допустим, там YouTube, автовключение ТВ, Bluetooth спикер. Кстати, есть режим Bluetooth спикера из-за достаточно нормальных колонок. И слева у вас есть под меню сеть, приложения, ну, приложение, смотреть особо не на что, мультимедиа и настройки. В самих настройках у нас опять же есть сеть, настройки проекции, где мы можем выбрать режимы проекции. Смотрите, это обычно у нас там передний потолок спереди, задний потолок сзади. Наконец-то китайцы начали это нормально объяснять, потому что раньше там было просто градусы писали. Автоматическая фокусировка, движение автофокуса, то есть если в движении что-то случилось, то у нас оно сразу же будет фокусироваться. Автоматическая коррекция кейстоуна, автоматическая коррекция, смотрите, у нас коррекция после смещения автоматическая, и есть у нас автоматическое выравнивание, то есть если сменился угол наклона. Есть умный объезд препятствий, я не знаю, что такое умный объезд препятствий, для меня это, конечно, нечто, но пока что я не разобрался, я не понимаю, на что оно мне влияет, но это прикольно, оно есть, скажем так. Настройка времени, и в общих настройках есть управление языками, в которых есть русский, турецкий, там, китайский и английский, все. Украинского, к сожалению, нет, но, видите, есть как есть, китайцы не сильно это любят. Канал запуска по умолчанию мы здесь можем выбрать с вами источник, который запускается, метод ввода, это клавиатура имеется в виду, которые установлены, режим мощности, поддерживать на и последний. Я так обожаю эти хиты переводов, это просто нечто. И Bluetooth. Сведения о системе у нас говорит о том, что у нас здесь 3 гигабайта из 8 свободных, память 1 гигабайт, версия Android 9. То есть они взяли ядро Android, у нас температура 41 градус, здесь особо мучиться не нужно. 4-ядерный процессор Mali G31. Как можно было сделать так, чтобы не сделать нормально памяти и не сделать Google сервисы? Просто тупо поленились. Поэтому этот проектор мы можем уже сейчас говорить, что он только для внешних устройств. Для внешних устройств, и об этом также говорит то, что мы не можем здесь на текущий момент регулировать качество картинки. Качество картинки регулируется для внешних устройств. Я нажимаю на субменю, ничего не происходит. И нажимаю на шестереночку на пульте, тоже ничего не происходит. Если на S нажать, то у нас здесь выбор источника. Все, есть кнопки фокуса, мануально можно регулировать фокус. Все, в этом весь проектор. Так как у нас здесь ничего нет, и 1/8 мало, но я могу что-то на YouTube запустить. Netflix здесь, само собой, не лицензионный. И если говорить о запуске, допустим, каких-то роликов 4К, даже на том же YouTube посмотреть, то вроде бы воспроизводит. Что воспроизводит, сейчас увидим. Смотрите. Если посмотреть в настройках, 1080p максимальное разрешение, то, что нам дает YouTube. Статистика для сисадминов говорит, что вот в таком варианте оно нормально работает. Кстати, тест сети могу сказать, что здесь вот показывают, у нас сейчас 100 мегабит он берет, это 5 ГГц Wi-Fi, тоже без какого-либо маркета, установить сюда приложение без дополнительных возможностей, не очень хорошее дело, его просто-напросто вы не сделаете. Имеется в виду, заморочиться очень сильно надо. По звуку делаем погромче, посмотрим, что он со звуком нам выводит. Звук громкий, сейчас послушаем, просто этот ролик верстал я. Ну-ка. Знаете, ролик как грязный воспроизводится. Честно вам скажу, на внутренних плеерах, на таких вещах этого делать я бы не советовал. Звук прикольный, кстати. Звук очень даже такой. Но проблема этого проектора не в том даже. Проблема в том, что он декодирует в AVC. То есть VP9 он не взял, а V1 он не взял. Вот, пожалуйста, мы смотрим. Не, без регулировки очень-очень слабо. И, кстати, здесь по звуку слышно, что басы забиты. Высоких много, басы забиты. Хотя, в принципе, использовать можно. Даже как колоночку. Сейчас попробуем. Слушайте, по YouTube, в принципе, вопросов нет, но AVC 1. Все. Для начала оценим качество самого изображения. И начнем мы с проверки 24-кадрового режима. Может быть, здесь он нам покажет какой-то момент. Будем фотографировать с выдержкой в 1 секунду. Тест на 24 кадра.
Нет, у нас нет здесь 24-кадрового режима. Само собой, фильмы в 24 кадрах будут у вас немного подергиваться на динамических сценах. Но это все присуще проекторам такой ценовой, скажем, такого ценового диапазона. Если говорить о каких-то тестовых роликах, там 4К, то да, они воспроизводятся без проблем. То есть, какой вывод можно сделать? Ютубчик в 1080p, может быть какой-то IPTV, какой-нибудь фильм тоже в 1080p, ну здесь 4К ролик, посмотреть с жесткого диска можно, не больше. Все остальные возможности реализовать мы можем с вами через внешнее устройство. То есть либо поиграть, ой, какой звук громкий, мама родная. Громкий и некрасивый. Звук мне не нравится в принципе совсем. Басистости нет. А 4К ролики воспроизводятся без проблем. Если говорить про HDR, то в данном проекторе на внутреннем плеере мы видим HDR. Ребята, то есть если смотреть фильм, то мы, переключая HDR, включая и выключая на HDR ролики, мы видим четкую разницу. То есть у него включаются и выключаются HDR цвета. Это очень большой плюс. По качеству самой картинки, по качеству цветов, мы видим с вами, что у нас в принципе все отображается из 1080p. По яркости стандартной настройки я еле вижу четвертый квадрат, четвертый прямоугольник. В принципе, так и должно быть. Но я бы добавил бы яркость. Он изначально из магазина откалиброван. Я вижу четверку, восьмерку, 12. Если вот, в принципе, сидеть, смотреть, то нормально. По контрасту то же самое. 251 я вижу. И, в принципе, калибровка с завода есть. Девушки выглядят натурально достаточно и неплохо. Ну-ка, смотрим. Естественные цвета, базовые цвета. Голубой, бирюзовый, белый. Кстати, белый неплохо выглядит, очень неплохо. Яркость достаточно, имеется в виду яркость проектора и яркость изображения, это разные вещи. Красный неплох. В градациях нет четко очерченной лесенки, переход достаточно плавный, и в голубом нет у нас выделения зеленых полосок, кстати. Это очень важный момент. Фиолетовый нормальный. Слушайте, а нормальный? Цвета у него нормальные-то. Слушай, смотри, у него нету зеленого. Помнишь, как на дешевом проекторе там был прям зеленые полоски пробегали, то есть выделялись. Красная градация вообще отлично. Слушайте, по базовым цветам мне очень нравится. Фиолетовый, серенький какой-то. Еще один серенький, синенький. Черный. Вау, черный прикольный, смотри вообще. Да, это черный. Нет, он черный. Слушайте, и по базовым цветам калибровка действительно сносная. Я вижу градации в красных, в зеленом. Зеленый немножко сливается, как и в синем. То есть, опять же, мое мнение о том, что смотреть это нужно на внешнем устройстве, где можно откалибровать, оно, наверное, будет правильным. Также и в градациях серого. Серый отлично видно. Мы сейчас посмотрим с вами яркостно-контрастный анализ. Слушайте, ну здесь тоже видно, что зеленый чуть сливается и синий чуть сливается. Нужно бы насыщенность немножко прикрутить. Да, насыщенность, чересчур насыщенные цвета. И мы видим только в черном и белом проявление маленьких квадратов. Как это должно быть правильно. Так же, как и здесь, тоже, опять же, подтверждаю смешение цветов в зеленом и синем диапазонах. Теперь смотрим. Яркостно-контрастный анализ. Да, более-менее все хорошо, только в черном я вижу вот самая последняя полоса, восьмерочка, которая у нас, она в слив ушла, да? Вообще не видно ничего. То есть калибровать все-таки надо. Эх. Ну, в принципе, назначение андроида в таких вещах это конкретно автофокус, автокейстоун и все остальное. В яркостно-контрастном, в сером. По яркости слили чуть-чуть, по контрасту нормально. Опять же, по яркости в синем слили. По яркости в зеленом более-менее нормально. И в красном слили. Ну, есть как есть. Сейчас будем на внешнем диске все проверять. По линзированию, ребят, по линзированию очень хороший результат, очень хороший показатель. Размытие, если есть, это нормально. То есть линзирование, линза-то у нас выпуклая, если линзированная, то в самом-самом краю мы видим маленькие там участки очень легкого размытия. То есть очень правильно сделано. Действительно неплохо, согласись, да? Четко все, вообще классно. Да, классно. Вот в этом плане они сделали очень неплохо. Ветки без пропусков, здесь чистая Full HD матрица. О, вот это, кстати, красиво смотрится. Очень даже неплохо.
черный. Как они сделали такой черный? Объясни мне, пожалуйста. Ну реально, смотри, черный. Он... Да птичку ты видишь, а черный реально, вот он как выключается, да, то есть он не сливается. Ну и здесь, в принципе, все более-менее нормально. Короче, ребят, будем сейчас, наверное, с вами подключать внешнее какое-то устройство. Я уже думал, знаете, что подключить? Я хочу подключить сюда, мы сейчас запустим еще 3 Luminous демо. Формат не поддерживается, понятно. Здесь у нас есть некоторые моменты без поддержки форматов, а это у нас, чтобы вы понимали, МКВ. Вот так вот, MP4 проиграл, а МКВ с добрым утром не смог. О, ну здесь вообще красиво, смотри, какие цвета. Вау-вау-вау. А? Круто? Вообще огонь. Смотри. Да, это красиво. В настройках у нас есть включение-выключение HDR, которые никаким образом не влияют на картинку, абсолютно никак. Поэтому, ладно. Слушайте, подключаю внешнее устройство. По внутреннему устройству вы меня поняли, да? Интерфейс, в принципе, нормально. Есть какие-то базовые дела. Bluetooth спикер мы хотели попробовать. Подождите, сейчас мы с вами Bluetooth спикер. Мы должны подключиться на прожектор BT. Сам по себе, кстати, проектор начал моргать у нас. Сейчас подключаемся. Как Bluetooth колонка. Вот, честно говоря, в последнее время проекторы вот этим вот балуются. Кодек AAC поддерживает. Он выключился. Мы сейчас сидим в темноте и пробуем музычку. Если, по-моему, еще динамики получше, да? Цены, по-моему, не было. Динамики взахлёст уходят на высоких, а низких у него очень мало. Если и может работать как колоночка, то вкрай хреновенькая. Если мы нажимаем назад и выходим в главное меню, то колонка автоматически обрывает подключение по Bluetooth. Так, Max Hub Share еще меня интересует. То есть скрининг у нас происходит через Max Hub Share. Мы его должны загрузить. Сейчас мы его загрузим. Max Hub Share. Так, вводим пин-код MZ G7TM. Блин, ну если каждый раз вот так вот связывать, то, честно говоря, это очень неудобно. Начать кастинг. О, вот таким вот образом у нас выходит кастинг смартфона. Задержка есть, сразу говорю, играть не получится, но что-то посмотреть у нас нам удастся. Сейчас мы попробуем какой-то мой ролик. Ой, качество не очень хорошее. Сейчас попробуем изменить на 1080p. Да, кстати, некоторые видели по типу каких-то карлингов. Слушайте, ну, оно, знаете как? Оно не то чтобы кастит, оно делает скрин, грубо говоря, скрин мирроринг. То есть это не кастинг. Кастинг работает по-другому. Кастинг работает через передачу, и просто-напросто на смартфоне ничего не должно отображаться. Ну ладно, тут мы с вами имеем вот такой вот результат. Но все равно за это спасибо, что оно есть. С этим приятно работать. Теперь переходим на внешнее устройство. Я подключил Xbox. Очень классная штука для проверки проекторов, как по мне. Сейчас показывают 1080p 60 Гц. Объясню почему. Смотрите, если пойдем в параметры. Параметры отображения ТВ, сведения о телевизоре. Здесь мы видим, что никакого 4К у нас само собой нет. Из разрешений выводить мы можем через HDMI 720p и 1080p. К сожалению, ну давайте сейчас попробуем. Разрешить 4К он не дает. То есть 4К из внешнего источника у меня не получилось на Xbox получить. Ну, то есть вы должны это понимать на Full HD проекторе, хотя он должен это декодировать. Смотрим по калибровке изображения. Сейчас попробуем жесткий диск.
Сейчас и снаружи, с внешнего устройства попробуем 24 кадра. Теперь нам нужны базовые цвета. Так, яркость и контрастность. Нажимаем на субменюшечку. Опа! Видели? И здесь мы с вами можем регулировать картинку. Это то, о чем я говорил. То есть мы можем менять с вами различные пресеты, либо пользовательские. В данном случае я бы поигрался бы с... так, где у нас там? С яркостью. Это контраст. А где контраст? А что нам контраст дает? Нам яркость нужна. Где ползунок яркости? Контраст есть, цвет есть, шумоподавление, соотношение сторон, температура. А где яркость? DLC включение у нас все пропадает. А где яркость? Подождите, а яркость где? Я вот сейчас вообще приподвис. То есть, а ну сейчас я попробую. Вот контраст. Хорошо, в контрасте я могу, вот я чуть законтрастировал его, увидел 251. А что с яркостью делать? Блин, я такой первый раз вижу. Шумоподавление. Можно шумодав, кстати, отключать. Сейчас на картинке попробуем. А как с яркостью быть? Температуру можно. Вот такая, да, теплая, да. А с яркостью что делать? О, можно даже включать видео и графика, режим HDMI. Вот такого я вообще конкретного этого не ожидал вообще. Ну, на стандарте такое, а вот с яркостью, как яркость отрегулировать? И что? Никак. Нет. Вообще никак. Где яркость? Ну ладно. Контраст, главное, отрегулировали. Честно говоря, сейчас... Так, а ну-ка. А вот теперь по цветности. Если мы чуть цветность прикручиваем, шумоподавление. А где насыщенность? То, что вы тут цвет, то он просто-напросто с температурой цвета играет, а не с насыщенностью. Ну ладно. Чуть-чуть я, короче, приподвис, ребята. В принципе, сейчас, да, мы чуть убрали цвет, у нас появились квадратики, у нас, в принципе, сейчас более-менее показывает. Да, о, слушай, вообще, да, исчезло у нас видишь, исчезло сливание цветов, и в зеленом, и в синем мы видим квадраты. Но здесь, даже здесь проявились у нас эти квадратики в линиях вообще, то есть, слушайте, ну более-менее, ну как так, о, и здесь у нас более-менее, ну как так можно было не сделать управление яркостью? Для меня это вообще просто-напросто жесть какая-то. А ну сейчас посмотрим яркостно-контрастный анализ такой, зеленый, серый. Да, по яркости мне не хватает регулировки. Ну, в остальном всем, я вам скажу... Ой, о чем тут? В остальном всем даже неплохо. Ну, сейчас попробуем 24 кадра с внешнего источника. Фотографируем. Все та же самая картинка. Ничего нового. Те же самые квадраты, даже в той же самой последовательности. Пробуем тот же самый... О, ну здесь он смотрится совсем по-другому. На внешнем жестком диске, на внутреннем плеере проигрывать это нельзя. Там нет четкости достаточной в YouTube. Здесь мы видим вообще другую картинку, абсолютно другую. Она, правда, и проигрывается в 2К, то есть оно даже 4К можем выбрать. Вообще другая картинка, слушай. И четко листья все видны, да? А там, кстати, в AVC-1 кодеке они были вот как мыло. То есть, а конкретно этот проектор не предназначен для использования на внутреннем плеере. Сейчас пойдем сейчас другой еще ролик посмотрим какой-то. Вот эти ролики, которые я делал. Сейчас что-то красивенькое выберем. А ну-ка, яхтовую регату.
Блин, красиво, ребят. Очень красиво. Вот здесь бы я бы, конечно, смотрел бы. А ну, смотрим дальше. Да, по звуку слабоват. Сейчас. Симпатично. А ну, звук. Ну, такое, звук ниже среднего. Звук ниже среднего, хотя достаточно громкий. А так, я вам скажу, на внешнем устройстве, по типу ТВ-бокса, по типу какой-то консоли, смотреть это очень даже приятно и доставляет определенное удовольствие. И даже в таком варианте можно смотреть. Видели? Вот таким вот макаром. Прикольно. А я сейчас хочу еще попробовать, конечно, знаете, что сделать? Сыграть. Нет ли задержек? Давайте закрыть YouTube, конечно же. Пробуем во что-нибудь. Можем там какой-нибудь Майнкрафт. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, пока оно грузится, сейчас попробуем, как работает автофокус в режиме с наружных устройств. Нормально работает автофокус в режиме с наружными устройствами. То есть он спокойно реагирует и возвращается на HDMI. В этом хорошо. Оп, и Keystone тоже скорректировал. Ну, могу предварительно сказать, что играть на этом можно будет. Уи, летим, летим, летим. Красиво летим. Слушайте, что могу сказать? Есть ощущение, знаете чего? Недостаточно детализации. Вот как-то, я не знаю, если бы оно позволило в 4К переключить саму консоль, потому что я играл уже на тандилах раньше, и там, где давало переключить 4К, картинка была намного интереснее. А здесь как-то вот... Хотя у меня как бы вопросов нет. И честно вам говорю, с учетом того, что здесь можно включить режим графика, а не видео, то и задержки-то никакой нет. Ой, а что у нас тут вообще ничего нету, что ли? Вот это я, как всегда, везунчик, понимаешь? Вот взял, ну, давайте хотя бы какую-нибудь винтовку, ну даже не какую-нибудь, а очень даже неплохую. Слушайте, ну, играть можно. Ладно, тут я ничего не скажу. Бам-бам-бам-бам-бам. Ну, я звук, там же разговаривают, понимаешь, что самое интересное. Если сейчас включить, то сейчас будем всех тут жахать. Блять. Все, поняла, почему я выключаю сразу звук? Нормально, не знаю, я надеюсь, мои зрители не слышали. Леша, оставь это. То есть человек там на проводе, там в команде такой, дай motherfucker. Все, короче, на этом игра групповая закончилась. Не, ребят, можно играть. Давайте сделаем выводы по данному проектору. Вот получился неоднозначный за эту цену для меня, но я не скажу, что он плохой. Однако со своими особенностями. Не, приятно поиграть можно. Хотя я бы, конечно, яркость отрегулировал немножко. Ну да ладно, то уже такое. Я думаю, что на тех ТВ-боксах, например, на Югусах, где можно регулировать картинку, я думаю, что можно будет все это дело поправить. Нормально. Выходим, резюмируем. В качестве выводов скажу, неплох проектор, хорошая яркость, хорошая задумка, немного путаница с реализацией и без внешнего, скажем так, устройства я бы не рекомендовал его использовать. Все-таки четкость, допустим, воспроизведения, когда я сравниваю воспроизведение YouTube через на внутреннем андроиде и на внешнем, они две абсолютно разных картинки дают. Это абсолютно разные картинки. И почему вот я за внешнее устройство, то есть какие-то порядочные ТВ-боксы к нему нужно покупать. И внизу в описании под видео есть там перечень нормальных ТВ-боксов, можете идти и выбирать. А данный проектор неплох, могу рекомендовать, действительно могу рекомендовать, хотя вот со своими своеобразными какими-то приколами, про которые я рассказывал в обзоре. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.